Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада. На днях у меня придумалась одна очень интересная загибка, и в этом видео я покажу, как ее сделать. Делается она очень легко и просто, и не требует каких-либо профессиональных умений и навыков в плетении из газет. Но единственное, что такая загибка получается только из длинных трубочек-стоечек. То есть если они у вас короткие, но вы хотите такую загибку сделать, то придется стоечки нарастить, как, например, сделала я вот в этом случае. Для этой загибки нам понадобится сама корзиночка. У меня это вот такой вот вариант. Кстати, сплетена она из остатков цветных трубочек. Получился даже очень неплохой вариант. Следующее, обязательно понадобится пульверизатор для того, чтобы смачивать стоечки, чтобы они были эластичные, мягкие, и ими удобно было плести. Далее понадобятся ножницы. И можно взять клей ПВА, проклеивать некоторые места, но, например, я работаю без клея ПВА, у меня вот загибка пока вообще не проклеена вот в этой тарелочке, и она очень хорошо держится. Вот ничего не выскакивает, ничего не выходит, поэтому если вы боитесь такого, что у вас что-то может выскочить, то берите клей ПВА. Ну что, давайте приступим. Итак, перед тем, как начать нашу работу, мы должны наши стоечки подготовить. А для этого я прыскаю на них из пульверизатора, смачиваю их очень-очень хорошо. И сейчас я буду разминать их пальчиками, немножечко буквально. Можно их сминать не по всей длине, пока вот только у основания. Есть еще один нюанс. У меня трубочки покрашены разными способами. То есть есть трубочки, покрашенные морилкой на водной основе. Они более мягкие. А есть трубочки, которые покрашены акриловой краской. Это вот такие голубые трубочки или розовые. Они чуть-чуть пожестче. Поэтому это тоже нужно помнить, и с ними нужно быть более аккуратными. Так, теперь переходим к основной части, уже непосредственно делаем загибку. Кстати, по мере высыхания трубочек смачивайте их по ходу уже работы. Итак, первое, что мы начинаем, то есть под одну трубочку, под первую трубочку-стоечку подкладываем вот эту трубочку, для того, чтобы здесь было небольшое расстояние. А далее сгибаем эту трубочку, стоечку, вот таким вот образом, заводим за следующую вперед. Так, и за вторую мы заводим назад. И немного ее вот так вот складываем. Вот что у нас получается. Вот эту трубочку мы не убираем, она нам еще пригодится. Следующую трубочку-стоечку мы таким же образом заводим за следующую вперед. То есть пальчиками вот здесь помогаем ей сложиться очень аккуратно. Заводим за следующую вперед и за вторую назад. И вот так вот складываем. Вот что у нас получается пока. Так, то, что эта трубочка болтается, ничего страшного, можем вот ее вот так сложить, чтобы она нам не мешала. А следующую трубочку-стоечку мы заводим за следующую вперед и за вторую назад. Выводим и складываем. Вот что у нас получается пока. И так делаем по всему периметру нашей тарелочки. Чтобы у нас трубочки не ломались, мы пальчиками вот так помогаем им сложиться. Так, немного взяла другой ракурс, чтобы вам получше было видно. То есть мы одну трубочку-стоечку пропускаем и заводим за следующую назад. Вперед мы ее пропускаем, заводим за следующую, назад, выводим и складываем. А то, что тут у нас появляются просветы, ничего страшного, они впоследствии у нас исчезнут.
Как только я чувствую, что трубочки высыхают, я вот так вот их смачиваю еще раз. Потому что у меня очень сухая квартира, и все очень быстро сохнет. Так, мы подходим уже к концу, то есть к началу нашей загибки. Сейчас покажу, как мы заканчиваем этот ряд. Итак, смотрите, мы дошли до той трубочки-стоечки, которая уже заведена за следующую, но ее нужно завести за вторую. Но второй у нас нет, она уже спрятана. Вот эта вот трубочка нам с вами поможет ее завести вот за эту. То есть мы ее заводим уже за ту трубочку-стоечку, которая у нас в начале самая первая. Итак, я вытаскиваю вот эту вот трубочку, которая нам помогла здесь сохранить вот эту вот дырочку. И вот эту трубочку я просто завожу, просовываю в эту дырочку. Аккуратненько ее просовываю, чтобы она не ломалась по ходу дела. Так, вот что получается. Теперь у нас осталась последняя трубочка-стоечка. Нам ее нужно завести за следующую вперед. То есть мы это делаем вот таким вот образом. В смысле, вот так вот заводим. То есть вот эта трубочка у нас идет снизу, да, видите? Вот заводим так. Дальше нам ее нужно просунуть вот сюда и вывести вот сюда вот. Так, делаем это. То есть просовываем внутрь. Аккуратненько, чтобы заломы не получились более выраженные. Так, и высовываем обратно снизу. То есть вот таким вот образом. Вот что получилось. Итак, первый ряд загибки у нас готов. Теперь приступаем ко второму этапу. Так, перед вторым этапом я немного сейчас подправляю трубочки-стоечки, вот эти вот, которые у нас торчат. Чуть-чуть вот их вот так вот подправляю это расстояние между ними. Буквально немножечко, да, чтобы оно убралось. Перед этим я их снова намочила, потому что они высохли. Вот буквально чуть-чуть вот так вот подправляю. Но сильно их не вытягиваю, потому что это чревато тем, что они у меня оторвутся. Даже то, что они мокрые, они могут все равно оторваться. Вот так подправляю немножечко. Видите, да, расстояние уже становится меньше. Очень аккуратно нужно быть с синими трубочками, потому что они у нас покрашены акриловой краской и немножечко жестковатые, но совсем чуть-чуть. Так, вот где я вижу пробелы, я чуть-чуть подправляю. Вот, ну, вроде и все. Теперь приступаем ко второму этапу. Второй этап заключается в том, что мы вот эти вот концы, которые у нас торчат, мы их убираем вовнутрь. И делаем это так. Ну, давайте с этой начну. Так, сначала их немножечко опять смочу, потому что высыхают быстро. Итак, мы берем тот конец трубочки, который торчит. Вот он у нас, например, ну это совершенно спонтанно взяла. Начала вот с этого кончика. Итак, и у нас есть два конца, которые потом идут, да, вот эти вот. Итак, мы берем вот этот конец трубочки, пропускаем два вот этих вот конца и заводим вовнутрь за второй, прямо вот сюда. Итак, смотрите, как я делаю, чтобы было без лишних заломов. Итак, я вот так вот накладываю эту трубочку, левой рукой держу, правой ее немножечко сминаю
и завожу вот сюда вот за конец, который у нас второй по счету. Все, вывела. Вот смотрите, что у нас получилось. И два вот этих остались торчать. Теперь мы берем следующую трубочку, следующий кончик. Пропускаем два кончика следующих. Пропустили, наложили. И за второй вот сюда, в эту дырочку, мы с вами эту трубочку и вставляем. Вставили. По ходу дела ее разминаем, чтобы у нас заломов не было лишних. Они нам очень будут лишние в этом плане. Все, загнули, убрали. Видите, да, что получается? Следующую берем трубочку-стоечку или конец, который у нас остался. Две пропускаем и сюда вот за вторую мы ее и вставляем. Убираем. Раз. Так делаем по всей длине корзиночки. Убираем и немножечко вытягиваем. Вот что у нас внутри получается. То есть вот эти кончики у нас торчат. И с ними мы пока ничего не делаем. Ну и так вот делаем по всей длине корзиночки. Так, теперь смотрите, мы подошли к началу нашей загибки, то есть вот у меня остались три последние трубочки, стоечки, которые у нас торчат. Значит, одну мы сейчас убираем за вторую. Так, и остались у нас две стоечки, два кончика, а здесь у нас уже все сделано, видите, все закрыто. Поэтому я вот так вот следующую немножечко ту стоечку, которую я убирала, я немножечко ее высвобождаю и высвобождаю немножечко вторую. То есть вот две первых, вот они у нас. А теперь я беру самую крайнюю торчащую трубочку, стоечку и считаю. Значит, она у нас должна убраться за вторую стоечку, да, это вот эту вот. То есть я считаю 1, 2, и вот в ту дырочку я ее сую, грубо говоря, то есть убираю вот в ту дырочку прямо внутрь. Так, теперь у нас осталась последняя. Итак, я пропускаю одну стоечку, она у меня уже убрана, но представим, что она торчит. Одну, вторую, и вот за вторую вот сюда вот в эту дырочку я ее вставляю внутрь. То есть это будет над этими трубочками, стоечками, но сюда внутрь в эту дырочку. И вот эти вот тут само плетение, саму загибку я немножечко подправляю. Все, у нас убрано, ничего не видно. А теперь мы переходим к следующему этапу, где уже будем прятать вот эти вот кончики трубочек. Итак, здесь нужно быть особенно внимательными. Значит, смотрите, вот у нас торчат наши стоечки. Мы берем одну, ну, допустим, вот эту, кстати, перед началом немножечко вот так спрыснем. Итак, берем одну, тот кончик, который у нас торчит, вот он, в совершенно хаотичном порядке, взяла любую трубочку. Итак, смотрите, у нас здесь есть выемка, вот прямо за ней, вот здесь вот такая выемка, я ее накладываю на нее, прямо на эту выемку.
теперь смотрите, у нас здесь можно увидеть вот здесь пересечение двух трубочек, да, идет, ну не пересечение, а встреча. И вот здесь идет встреча двух трубочек. Так вот, я вот эту вот трубочку, которую накладывала на ямочку, убираю под вот это пересечение, под пересечение вот этих двух трубочек. То есть не вот под это пересечение, которое прямо под ней, а немножечко правее. Вот оно. Итак, я сюда ее убираю. Сейчас я думаю, что вам будет более понятно, если я на нескольких примерах это все покажу. Ну, просто ножничками можно вот так вот помочь. Итак, смотрите, убрала, она легла абсолютно четко. Видите, да? Абсолютно четко легла. И вот осталось торчать в этом месте. Давайте на следующей трубочке. Итак, у нас следующая вот эта трубочка. Так, мы ее немножечко разминаем, чтобы она хорошо легла, без заломов. Итак, смотрите, вот она вылезла. Следующая, тут ямочка такая, она прямо идет на нее, ложится. И далее у нас есть две встречи двух трубочек, то есть вот это вот место, куда мы вывели вот эту трубочку, и следующее место, где две трубочки встречаются у нас, видите, да? И именно сюда мы с вами спрячем вот эту трубочку. Так, опять же ножничками поможем. Вывели, и она, смотрите, как хорошо ложится. Хоп, и все. Ну и теперь нам будет проще. Значит, смотрите, следующая трубочка у нас синенькая. Я ее разминаю чуть-чуть подольше, чем остальных, потому что она у меня чуть-чуть пожестче. Итак, она ложится в эту выемку. И дальше, смотрите, у нас вот это место, откуда вылезла предыдущая трубочка, и следующее место, вот здесь у нас встреча двух трубочек, поэтому вот сюда у меня и выйдет моя голубенькая трубочка. Хоп. Так, ну вот и все. Так делаем все остальные трубочки. Ну вот, как вы уже убедились, эту загибку сделать достаточно просто. Вот, не требуется никаких таких особых умений и навыков. Единственное, что обязательно соблюдать вот эту осторожность при работе с трубочками, чтобы они не давали никаких заломов, надломов и не рвались. И вот это самое главное. Вот. Для того, чтобы трубочки у нас не рвались, были пластичными, во-первых, лучше, конечно, плести их сразу, из них сразу после того, как вы их окрасили, ну там они чуть-чуть подсохли, да, и вы начинаете плести. То есть, чтобы они у вас подолгу не лежали в ящике или где-то там еще, вот сразу их использовать в плетении. Вот это самое главное. Вот. Ну и дальше в процессе работы, если вы видите, что они суховаты немножко, но они пластичные, да, и гибкие, то тогда можно их не увлажнять. Но вот эти трубочки у меня остатки, получается. Вот, поэтому они у меня немножечко подсохли уже все, поэтому я их увлажняла. Иногда из сухих трубочек тоже получается такая загибка. Опять же, все по состоянию трубочек нужно смотреть, какие у вас трубочки, да, когда вы их накрутили и так далее. В общем, я очень много болтаю. Но я просто хочу показать весь процесс плетения, весь процесс загибки, простите, да, чтобы не возникало потом никаких вопросов.
В том плане, что не то, что чтобы вы у меня ничего не спрашивали, а чтобы вам все было понятно. То есть вот это самое главное вообще в мастер-классе, да, чтобы все было понятно. Мы закончили загибку. Немножечко сейчас мы все подтягиваем. Все подтягиваем. И что я делаю? Я по ходу того, как я подтягиваю, пользуюсь вот таким лайфхаком. Я беру пульверизатор и вот так вот на это все прыскаю. Тем самым, смотрите, что происходит. Трубочки намокают, они становятся чуть-чуть потолще, разбухают, и они уже никуда не высовываются. Вот тот лайфхак, которым я с вами хотела поделиться. Вот смотрите, да, я подтянула, раз, 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 и намочила. У меня таким образом заканчивалась вот эта корзинка, вот эта загибка. И смотрите, она очень хорошо держится. Ну, то, что она хрустит, это понятно, что плетение очень плотное. Вот, и я даже не проклеивала ПВА, вот эти вот места. Все получилось довольно четко и плотно. Так, ну вот, наша загибка готова. Я уже все опрыскала, она держится очень-очень крепенько. Сейчас прям вот я вот так вот беру ножницы и обрезаю прям под ноль вот эти вот торчащие кончики. Я обрезала, и все это будет держаться до того момента, как высохнет, и потом тоже оно все держится. Вы просто покрываете это все лаком и больше не волнуйтесь. Ну вот наша загибка уже окончательно готова. Вот такой вид она имеет сбоку. А вот так она выглядит сверху. Пробуйте, дерзайте, я верю, что у вас все получится. Если видео вам это понравилось и оказалось полезным, то обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро. Пока-пока!